Добро пожаловать на нашу сессию. Это часть 11-й конференции по форсайту научно-технологической инновационной политике. Спасибо, что вы участвуете в этой конференции. У нас, на самом деле, сегодня днем две сессии. На первой у нас будет 4 докладчика, потом будет короткая сессия, короткий перерыв и потом мозговой штурм. Прежде чем я представлю докладчиков, я хотел бы передать слово на пару минут Джо, который расскажет о интерактивной платформе и доске, потому что можно на этой белой доске размещать свои комментарии, вопросы во время интерактивной сессии Джо. Спасибо, Остин. Я просто в чат сейчас вбиваю, пожалуйста, ссылка на интерактивную доску, которую мы разработали в рамках пандемии, во время пандемии, для того, чтобы улучшить качество обсуждения, дискуссий по сложным заковыристым вопросам. Особенно вот тема форсайта стала прекрасным мерилом нашей эффективности. То есть мы говорим о форсайте, показываем слайды, это все очень интересно, а потом идем домой, и жизнь продолжается, и никто не слушает нас. Это все можно делать более эффективно. Все начинается с нас, тех, кто присутствует в этом зале. И хочу проиллюстрировать следующее. Мы можем работать с вопросами, примерами. В центре этого круга ключевой вопрос – это дискуссионное колесо, так называемое. У нас есть дискуссионные рамки вот здесь. Вот такая структура. Есть слева слайды. Да. Различные слайды всех 4 докладчиков, и мои в том числе. Когда вы попадаете в эту оболочку, вы залогиниваетесь, регистрируетесь, входите. Если у вас какой-то комментарий по этим слайдам есть, например, да. Я работал над этой проблемой. Простите, сложно мне печатать, но то есть не нужно сидеть на задних рядах и слушать, вы можете интерактивно подключаться, задавать вопросы, представлять свои идеи, соображения, предложения. Чем больше, тем лучше. И вот если вы посмотрите, это наша лабораторная рабочая база. Вот в конце своей презентации я вернусь. Это практический пример. Он очень практический по пандемии в Манчестере. Может ли форсайт помочь? Может, но мы должны все еще понять, каким образом лучше можно максимизировать эффект этого форсайта. И здесь нужны более детализированные примеры с информацией, картами, слайдами, схемами. Это вот серия примеров, которые приведены в этой переговорной. Может быть, кто-то захочет присоединиться к работе лаборатории и вносить свой вклад в работу Форсайт журнала. В следующем году это будет прекрасно. Мы можем поговорить о том, какие вас интересуют темы и проблемы, и насколько это вписывается в наш метод, в нашу методологию. Мы можем на открытых сессиях все это обсуждать и так далее. Вот, пожалуйста, образ доски. И через час с лишним я более подробно вернусь к этой технологии. Спасибо, прекрасно. Пожалуйста, используйте белую доску эту и брайте свои темы, вопросы.
предложения. Есть очень большая сложность, и мы будем слушать презентации, которые у нас на сессии. Давайте начнем с Яна, профессора в университете Высшей школы экономики, университете Манчестера. Он будет рассказывать нам о представлении «Пандемониум». Чему нас учит этот кризис? Есть несколько моментов, которые я хотел бы осветить. Слово вам. Спасибо, очень боюсь. Я уже немножко обновил эту презентацию, учитывая представление доски Джо. Спасибо заранее переводчикам. Я попытаюсь уложиться во время. Кричите, если я слишком долго буду рассказывать. Целью презентации является рассмотрение 4 уроков, которые мы извлекли из пандемии. Очень важно помнить несколько вещей о пандемии. Пандемия все еще с нами, она не прошла, не закончилась. Еще, может быть, довольно долго будет длиться. И COVID-19 может быть с нами в качестве хронической болезни, он может остаться навсегда. Но пока еще рано извлекать уроки, подводить выводы, но можно делать предварительные выводы по ходу пьесы. Многие из нас, к сожалению, столкнулись с утратой, и у кого-то проблемы со здоровьем. Трагедии происходят каждый день, и, к сожалению, все это будет продолжаться и дальше. Есть герои, конечно, это прежде всего медицинские работники, врачи. Мы должны и ученым также дать уважение, потому что они делятся знаниями, создают новые знания, применяют знания на практике. Мы должны помнить, что многое из того, что делают ученые, это не профессиональная деятельность. Они импровизируют, и ученые делятся важной информацией с листа, так сказать. Есть разные инициативы, и мы узнали много о симптомах ковида от них. То, что пропадает запах и вкус. Инициатива обмена знаниями, которые исходят из научных кругов. И в качестве отправной точки я сказал о ученых. Ну, давайте вспомним о кризисе 8-9 года, когда в Соединенном Королевстве королева взяла в охапку этих экономистов и сказала: вы что, почему вы просмотрели все это? А экономисты, конечно, извинялись. Они сказали: знаете, мы просто видели, что все это приближается, не думали, что будет настолько серьезно. И мы не думали, что люди неправильно отреагируют на кризис. Ничего не напоминает вам. На самом деле, мы очень много говорим о пандемии. Много говорили о пандемии и ее воздействии на будущее. Обсуждали возможный экономический кризис до Великой рецессии. И многие сейчас обсуждают приближающийся экономический кризис, который будет в будущем. Нужно не забывать о том, что форсайт-исследование – это не предсказание. Люк Джорджио сегодня утром сказал, что форсайт не снижает неопределенность, он просто помогает вам преодолеть, справиться с неопределенностью, подготовиться к изменениям. Но нужно не забывать и о другом, когда мы говорим о форсайт-исследованиях. Это
Есть заказчики в лице правительства, многие европейские страны, Япония, в лице официальных властей заказывают эти исследования. Также мы говорим о возможности применять знания в области научно-технологической инновационной политики и то, как страны, например, или весь Европейский Союз могут выиграть от использования передовых разработок с науки, технологий и инноваций. Также есть джокеры, такие как пандемии. Надо подумать, какие могут быть здесь еще и возможности для науки, технологий и инноваций. Пандемия учит нас, среди прочего, тому, что эти джокеры, такие уж они и страшные, всегда оказывают двоякое влияние. Выходят и новые достижения на передовой край. Пару дней назад делал презентацию, это японский институт, и там было сказано о том, что эксперты пересматривали свои суждения относительно НТИ в свете пандемии ковид. Они провели опрос, и многие эксперты скорректировали свои ответы. Есть, конечно, долгосрочное и краткосрочное будущее. Мы работаем с разными кризерами, моделируем эпидемиологические, в том числе инфекционные опасности. У нас есть исследования будущего, где время от времени специалисты говорят о пандемиях. Я помню, когда была пандемия СПИДа, разрабатывалось много сценариев на эту тему. Есть также исследования готовности к пандемии. И, конечно, здесь акцент меньше на возможности, больше на риски делается упор и на опасности. Наука, технологии, инновации, форсайт здесь мало связаны. Нужно усиливать эту связь и взаимообмен для того, чтобы получить преимущество. Форсайт начинается со сканирования горизонтов, которое изучает основные возможности и тенденции. И иногда все это включает осознание возможности пандемии и новых путей, которые открываются, создание вакцин. Например, вот в Японии проводили Дельфи, обзоры и опросы о вакцинах 25 раз с начала действия этой программы Дельфи опросов. Пандемии часто у нас в исследованиях также встречаются, и джокеры говорили нам, что рано или поздно пандемия случится, и нужно обращать внимание на это. Однако никто не учел воздействие на науку, технологии и инновации. В Соединенном Королевстве было исследование по инфекционным заболеваниям DIID, определение идентификации инфекционных заболеваний, DID. Это прекрасный проект, но он был в начале века реализован. И акцент был на возможности и конкретно на определенные технологические возможности, потому что мы знаем, что форсайт имеет воздействие только когда есть кто-то, кто будет его продвигать. И для этого форсайт-проекта ответственным ведомством было Министерство по продовольствию и сельским вопросам. Поэтому они, конечно, делали акцент на урожаях, культурах и культивируемых видах биологических животных. Нам нужно смотреть на типы технологий, особенно биоинформатику, которые могут использоваться для выявления заболеваний, мониторинга развития заболеваний, а не
на другие источники инноваций. Например, мы знаем, что собаки-ищейки могут очень эффективно выявлять определенные заболевания. И это не высокотехнологичный пример. Это не высокие технологии. Быстро расскажу о дополнительной работе, которая ведется. Это правительственная Форсайт-программа, которая изучала связанные с пандемией темы, пандемии, вакцины и прочие вопросы. Это сканирование горизонта. Здесь приведены некоторые результаты Эронет. Мы рассмотрели патогеномику. Это очень схожая, связанная сфера. Это были проблемы в инновационной экосистеме, которые затормозили развитие вакцин. Еще одна область, в которой хотел обратить внимание, это упражнения, направленные на риски и на подготовленность к риску. Поэтому пандемия была номером 1 риском. Она считалась как самой вероятной вещью, которая приведет к серьезным изменениям, к серьезным сложностям в Великобритании. И мы видим, что это повторялось в рамках нескольких анализов. Да, были развиты определенные меры по подготовке к этому. У нас есть стратегия по подготовке к пандемии, которая была довольно проработана детально. И текст, на самом деле, был достаточно проработан. Была реализована стратегия на самом деле. Это другой вопрос, совсем другой вопрос. Поэтому серия определенных практик о возможной пандемии, пандемия гриппа. Но в 2016 году была проведена практика, которая направлена на пандемию коронавируса в качестве возможности. Как страна реагирует на это? Информация по всем этим практикам была получена учеными, но здесь был протест о нехватке публикаций и был своего рода такой толчок к необходимости публикации этой информации. Да, мы подготовили стратегию, но, знаете, вот эта готовность не готова ко многим вещам, поскольку готовность не была готова с тем, чтобы государство, правительство могли бы предпринять необходимые шаги. Например, это касается англосаксонского правительства в Великобритании и в США. У нас были серьезные проблемы с политическим лидерством после Великой рецессии. Да. К счастью, ученые работают над разработкой вакцин. И как раз-таки это стало критическим важным моментом, когда ударила пандемия. Но то, что происходило на фоне, не поддается никакой критике. И все, что еще сказано, это то, что обсуждается в ранних работах, это как раз-таки рост антивакцинаторов, либо антиваксеров, как их называют в качестве такого основного фактора в многих западных сообществах. Это основной риск, с которым мы сейчас сталкиваемся. Мы живем в мире, где постправда ангажируется, где происходит серьезное недоверие к экспертному сообществу, где необходимо обеспечить независимую ученых, которые будут оценивать, обсуждать вот эти вот меры в рамках политики и реализацию этих мер политики. Но вы знаете, откуда идет самый шум? За основную просто несведущим актором. У нас есть государственные акторы, которые распространяли вот эту вот информацию по недоверию к вакцинам. Поэтому здесь огромное количество задач для Форсайт в будущем. Но как раз-таки основной посыл должен был заключаться в следующем. Нам необходимо обеспечить больше взаимодействия между работой Форсайт, которая не только концентрируется на НТИ, но которая концентрируется на огромном количестве различных тенденций в социально-экономическом развитии. И нам необходимо обеспечить гибкость и устойчивость перед пандемией. И мои заключения здесь следующие. Это на самом деле лишь та платформа, где необходимо начинать наше обсуждение.
где мы как раз-таки, после которой мы и сможем представить основные выводы вот этой вот развивающейся пандемии. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое, Ян, за то, что полностью уложились в ваше выделенное время. Есть ли вопросы к Йену? Ян, вы в рамках структуры 3P провели эту презентацию. Я хотел бы Джо напомнить акроним сегодняшней сессии. Она написана рядом вот с вашей презентацией, да? Да. Да. Это предварительная встреча в Австралии, в которой я участвовал. Вы видите вот на это вот как раз таки мы говорили о 3P плюс один. Один из перспектива, другая политика и практика, и третье участие, которое на английском называется participation, SP. И четвертое, здесь напишу, это пандемия. Почему мы вот это вот делаем? Мы пытаемся создать синтез между различными темами, идеями, выражаемыми в этих идеях, и затем это не просто оставить в качестве результатов вот этих вот показателей. Что это означает? Что мы можем с этим сделать? Как мы можем с этим проработать информацию, знания? Как мы сможем это использовать максимально эффективно и обеспечить хороший форсайт? Я вот оставлю этот вопрос всем участникам. Да, мы говорили об акрониме. Где-то у вас написано уже было. Как раз таки я коснусь этих трех аспектов. Это основные моменты отправления: перспектива, политика и участие. Ян, как вы на самом деле видите вклад, либо дополнительный импульс, возможно, сокращение роли этих 3P в рамках перспективы пандемониума? Как это сказывается на всем упражнении Форсайт? Спасибо большое за вопрос. Здесь я коснусь вопроса Великобритании. Необходимо взглянуть на то, как эти темы прорабатывались в других странах, прежде чем пандемия наступила, и как с ними работают после этого. Поэтому я жду с нетерпением следующей презентации. Что это показывает нам? 3P обладает вот этими систематическими слабыми сторонами. P, которая относится к перспективе, то есть это возможность развития ситуации в будущем. Это основные практики Форсайт. Они ограничены попыткой сконцентрироваться на возможностях. И нам необходимо сконцентрироваться также на рисках и опасностях, которые грядут в будущем. Почему? Поскольку они как раз-таки подрывают возможности, которые мы рассматриваем. Если у нас есть серьезные пробелы в развитии системы инноваций, поэтому инновации, которые мы будем поддерживать, просто не будут развиваться. Это первый момент. Второй момент. По P, который относится к политике, да, очевидно, что мы обеспечиваем максимальный эффект, когда мы работаем вместе с теми, кто отвечает за принятие решений на самом верхнем уровне, но эти люди не остаются на своем месте без изменений. У нас есть изменения в правительстве, да, первый момент. У нас происходят изменения в госслужащих, которые работают в различных министерствах и так далее и тому подобное. И поэтому память иногда краткосрочно, поэтому уроки, которые выносились из прошлых результатов Форсайт, они просто забываются через несколько лет.
Поэтому очень важно с тем, чтобы вот эта вот политика должна быть долгосрочной. И третье – это участие, participation на английском. Кажется очевидным, что Форсайт, подобно другим политикам, должен включать в себя большее количество участников. И в случае пандемии, например, либо тот эффект, который вызвала пандемия, это означает прежде всего большее количество экспертного опыта, не просто большее количество стейкхолдеров, необходимо обеспечить здесь больший уровень экспертного опыта, поскольку вот эта проблема, вот это основная проблема, которая наблюдается в рамках Форсайт. Нам необходимо вовлекать большее количество научных дисциплин в этом отношении. Я видел лишь небольшое количество групп эпидемиологов, которые работают над Форсайт. В случае Великобритании они концентрируются на том, как продукты питания и сельскохозяйства как раз-таки будут развиваться с точки зрения биологической науки в будущем. Но небольшое количество эпидемиологов, которые касаются нас, людей. На самом деле, я не видел серьезных форсайт инфекционных заболеваний в последнее время, а вот до этого мы видели серьезные результаты в этом направлении. Говорят, что они проводили серьезную работу, которая поддержала геномную работу над геномом, которая была запущена в Африке, которая стала фундаментом как раз-таки реакции африканских стран на текущую пандемию. Да, вот все. Хорошо. Да, пандемия полностью изменит то, как мы думаем о будущем, как мы будем применять форсайт. Мы вернемся к этим вопросам. Я хотел бы передать слово нашему хорошему другу и коллеге, который сейчас находится в Малайзии. Довольно поздно уже для него, поэтому я не хочу, чтобы он вот сидел до самой поздней ночи с нами. Ружди Абдул-Рахим, который работает в правительственной группе по высоким технологиям Малайзии, МАЙТ, Малайзийский институт прогнозирования, огромный опыт. Он нам как раз-таки продемонстрирует свой опыт с тем, как реагировать на будущее после пандемии. Рушди, вам слово. Пока у вас выключен микрофон. Включите, пожалуйста, микрофон, и мы готовы слушать вашу презентацию. Да, всегда происходит. Со мной всегда так случается. Спасибо большое за представление. Надеюсь, я как раз-таки за 15 минут смогу уложиться с презентацией о работе, которую мы пройдем в Малайзии. Да, слишком рано говорить о постпандемии, будущем в постпандемии. То, что мы сделаем здесь в Малайзии, мы говорим не о том, как мы реагируем в рамках этого контекста. Я коснусь непосредственно МАЙТ нашего. Это ГЧП, Институт исследования, который был основан в 1993 году, который как раз-таки и служит основным основополагающим органом в рамках Форсайт. На прошлой неделе я провел разговор с нашими коллегами из UNDP органа и нашими коллегами в Малайзии, которые также проделывают эту работу. Мы говорим как раз-таки о возможностях предварять того, что произойдет, но затем мы должны говорить о желании предпринимать шаги, поэтому да, не так, знаете, выстроить эти сценарии будущего можно, но необходимо структурировать их с тем, чтобы на них обращали внимание, как раз-таки выстраивание этих структур необходимо как раз-таки обеспечить эту платформу, где все эти работы получат должное внимание. И затем, конечно, мы говорим о желании действительно принимать шаги. Это политическая воля и подобные вещи. Это
касается попыток как раз-таки работать в рамках вот этого вот предотвращения ситуации. Инициатив Форсайт уже 2 года было несколько из них проделано с тем, чтобы подготовить правительство, организации, планирование будущего постпандемии. Мы не пытаемся на самом деле поделиться с вами рекомендациями, поскольку смысл в том, чтобы каждая организация, с которой мы работаем, могла реагировать по-разному на ситуацию. Мы считаем, что здесь нет единого решения с точки зрения решения этих всех проблем, которые будут возникать. То, что мы пытаемся поделиться, это проекты, которые мы используем для нашего понимания картины. Я не буду касаться этого слайда, поскольку мы действительно понимаем, что здесь у нас огромное количество серьезных изменений. Это изменения в медицинской системе. В Малайзии люди у нас пользуются как раз таким мобильным приложением, которое отслеживает контакты. Когда вам необходимо куда-либо пойти, необходимо загрузить это приложение и зарегистрировать себя в любом месте, куда вы направляетесь. Затем контроль передвижения. Последние 2 недели мы могли выезжать из государства. До этого это было невозможно. Конечно, огромное количество компаний обанкротились. Это вопросы касаются их умственного состояния. Знаете, самое ужасное, около 40% с момента самоизоляции, разводов, поскольку они не могут оставаться просто вместе все это время, это создает новые модели поведения. Люди моют руки, одевают маски. Как мы уже говорили до этого, сегодня, например, если у вас небольшие проявления какого-либо ОРВИ, то вы уже проводите тестирование. Когда мы это сделали, мы попытались объединить тенденции, которые как раз-таки будут определять постпандемийное будущее. Это контроль над инфекцией, санитация и тестирование продолжится и после кризиса. Это удаленная работа и онлайн-торговля. Необходимо улучшить устойчивость, включая как местную самозащищенность, так необходимо подумать о цепочках поставок, поскольку они уже работают не так, как это было до этого. Это способность реагировать быстро и максимально гибко. И, конечно, макроэкономическое влияние. Сегодня в обед с экономическим специалистом мы говорили о различных сценариях по макроэкономическим последствиям этих проблем. Когда мы говорим об этих вещах, необходимо адаптироваться к новой нормальности. Новая нормальность будет зависеть от серьезных изменений в Малайзии. Контекст Малайзии, прежде всего. Мы говорим о здравоохранении. Это наша возможность держать развитие пандемии. Возможно ли это сделать? Либо неэффективно. Мы не говорим, что мы сможем этого добиться. Мы пытаемся понять, сможем ли, у нас есть возможность этого сделать. Экономика – это нормальное развитие, либо замедление экономики с точки зрения общества, будет ли оно послушным, либо будет серьезное разногласие. Уже говорили об антиваксерах, антипрививочной кампании людей, которые как раз-таки проводят эти кампании. Как раз мы хотим понять, как это будет все развиваться. Есть некоторые предположения. Мы говорим то, что вакцина коронавируса 19 будет в общем доступе к второму кварталу 2021 года. Экономическая активность возвращается постепенно к нормальному. Когда мы начинали вообще, когда мы вступили в пандемию, вакцина не была доступна таким странам, как Малайзия. Например, Великобритания вакцинировала огромное количество людей, США вакцинировала огромное количество людей, но в Малайзии мы ждем, все еще ждем первой партии Pfizer. Мы пытаемся получить Синовак из Китая, и мы ждем AstraZeneca в Малайзии. Продолжение поставок этой вакцины то же самое. ЗАК-7 – это успешная вакцинация всего населения, как на национальном, так и на глобальном уровне. Если есть небольшая страна, если мы одни будем вакцинироваться, например,
нет вообще никакого смысла. И это предполагает, что не будет последующих волн инфекции, которые приводят к серьезным мерам самоизолирования и затем продолжение мер стимулирования экономики с тем, чтобы обеспечить поддержку бизнесу и населению. Это некоторые предположения, которые мы привели. Что мы сделали из этого всего? Мы спрашивали организации, как ваш мир будет выглядеть в рамках этих сценариев. Будет ли это быстрое экономическое восстановление, пандемия, с которой возможно будет справиться, либо и общество будет полностью следовать всем мерам. Мы разработали 4 сценария для каждой организации, с которой мы работаем, и они предложили как раз-таки свой план действий и стратегии, как работать во время пандемии и как планировать свою деятельность в постпандемийное время. Как я уже отметил, каждая организация будет видеть различную картину в зависимости от реакции. И довольно интересно то, что когда мы делаем это, мы говорим о следующем моменте. В Малайзии мы говорим, что будет новым, что изменится и что будет оставаться таким же. В рамках этого контекста мы как раз-таки говорим о новых практиках, старых практиках и те вещи, которые, по мнению организации, которые мы делаем с тем, чтобы реагировать на кризис, например, когда кризис закончится, что они будут делать. Некоторые меры, возможно, остаются актуальными и после окончания кризиса. Например, мы говорили о таких вещах, как гибридный формат мероприятий, например, и те вещи, которые мы прекратим делать после кризиса, которые не будут подходить для нашего будущего. И с точки зрения тех вещей, которые мы прекратим делать во время кризиса, которые будем делать после кризиса. Эти организации должны как раз-таки ответить на эти вопросы, заполнить вот эти вот опросники, вот это их план из 4 ячеек, как реагировать на эти текущие ситуации. Что мы делаем на самом деле? Знаете, вот это бизнес не как всегда. Когда мы спрашиваем организации, и с точки зрения развития страны в будущем, мы как раз отметили эти 9 основных вещей. Мы говорили о большей интервенции со стороны государства. С точки зрения бизнес-лидеров, в огромное количество секторов нам необходимо будет адаптироваться к большей интервенции со стороны государства, больше вмешательства со стороны государства. Вместо либерализации, на самом деле, будет происходить ужесточение. Да, было огромное количество мер, стимулирующих развитие экономики. Необходимо будет следить за тем, как работают эти компании, как они обращаются с этим. Мы будем говорить о большем внимании и проверке к компаниям, к бизнесу, поскольку сейчас они работают с государственными деньгами, поэтому будет ужесточение вот этого вот контроля. Это будет заключаться в большем регулировании с точки зрения внутреннего рынка. Здесь у нас будут дополнительные жесткие меры и нормы. Например, государственные лица должны получить вакцину. Нет никакого другого выхода. Если вы не вакцинированы, и, возможно, вас просто уволят. Мы говорим о структуре промышленности, изменении структуры промышленности и изменении поведения потребителей. Это физическое дистанцирование, это то, как это будет сказать на компании, вызовет серьезные изменения в долгосрочной перспективе. Мы видим, что традиционные, вот эти вот обычные отрасли реагируют на ситуацию, они обеспечивают гибридное присутствие и пытаются воспользоваться ситуацией с тем, чтобы укрепить свою ситуацию на рынке, устойчивость, поэтому необходимо будет понять компаниям, как им необходимо расставлять приоритет, и вот это вот готовность реагировать является очень важным моментом. Устойчивость перед текущей ситуацией. Знаете, устойчивость уже очень часто сегодня обсуждается на всех уровнях.
Следующее, пятое, это дистанцирование снова вернулось к нам. Мы считаем, что протекционизм и другие ограничивающие политики вернутся. Когда мы это делали, более 3 миллионов людей, которые живут в странах, границы которых были закрыты, 93% живут в странах, которые на самом деле имеют ограничения с точки зрения въезда на страну из-за коронавируса. Да, произошло некоторое смягчение, но мы понимаем, что некоторые страны пускают граждан, если они получили определенную вакцину только. Ну вот о светлом, давайте говорим о хорошем. Как раз таки кризис увеличил скорость проведения инноваций и принятия решений. На следующей неделе я буду как раз таки в жюри на конкурсе по инновациям в госуправлении. Все будут говорить об онлайн рабочем пространстве. Мы понимаем, что работодатели либо компании находят способы, которые являются на самом деле более экономными, с тем, чтобы реализовать определенные задачи, поэтому государственный сектор как раз-таки сможет трансформироваться. Это то, что происходит сейчас. Номер 7 – это меньшего взаимодействия и, например, контактная плата. И те случаи, когда вы избегаете физического взаимодействия, происходит рост вот этих вот онлайн-платежей. Мы всегда стремились к этому, но как раз-таки пандемия смогла лишь ускорить эти процессы. И поэтому огромное количество магазинов просто не принимают наличные средства, они принимают только банковские карты. Поэтому большее количество цифровых либо гибридных форматов проведения, как, например, эта конференция. Если бы это так не было, то мне необходимо было бы направиться в Москву на самолете. Но сейчас я вот делю свои презентации, находясь вот здесь, в своем доме, в комфортных условиях. Да, и 9 – это как раз-таки быстро развитие чистой энергетики. Это как раз-таки вопросы изменения климата, ускорения электрификации, получения энергии благодаря более чистым источникам энергии. Я хотел бы также отметить ту работу, которую мы проделали. В чем будущее киса? Кисах в Малайзии – это малазийское слово. Оно означает следующее. Мы организовали вот эту Бруней, Сингапур, Малайзия, UNDP – это конкурс в рамках ООН, как раз-таки, который продвигает попытки подумать о будущем. Это как раз-таки инструмент с тем, чтобы послушать и прислушаться к чаяниям и намерениям людей из-за пандемии. И как раз-таки общие темы из будущего КИСа – это социальная последовательность, благосостояние сообщества, будущее работы и будущее городского пространства. Это некоторые общие чаяния, это цифровая инклюзия, когда все должны быть частью вот этого цифрового мира. Мы говорили о дополнительным возможностям сообщества, с тем, чтобы они могли взять в руки какие-то дела. У нас есть хэштег «Коучипа Джагакита». Это значит, что мы заботимся о наших старшем поколении, о нас самих. Есть движение в Малайзии, которое отношение этого работает, где есть саморегулирование помощи людям, помощи бедным во время пандемии. Конечно, мы говорим о городах, которые пригодны для проживания и нашей окружающей среды. Есть некоторые опасения. Это как раз-таки рост умственных заболеваний, это продолжение экономического кризиса, продолжительный экономический кризис, бедность и зависимость от государства. Мы говорим о пищевой продовольственной безопасности. Конечно, это рост индивидуалистического общества и нарушение вопросов конфиденциальности. И что необходимо смотреть? Да, большой брат. Мы обеспокоены то, что на самом деле каждый наш шаг отслеживается, куда вы пойдете, государство уже знает, что вы делаете, куда вы ходите, что вообще чем вы дышите. Это снижение рождаемости из-за самоизоляции. На самом деле уровень рождаемости упал из-за пандемии.
Поэтому мы переходим к стареющему населению гораздо быстрее, чем предполагалось. Это продолжение закрытых границ. Вы ограничены лишь в рамках своей страны. Даже если что-то открывается, мы не будем такими свободными, как мы были до этого. Что говорится, поколение пузыря, где следующее поколение проводят дети, на самом деле, большую часть своего детства в режиме самоизоляции. Мы говорим о новой нормальности из-за пандемии. Пандемия будет происходить. Что будет происходить? И мы говорим о новых стратегических сырьевых товарах. Во время хайпа пандемии, например, стоимость кислорода выросла в 300% в Индонезии, например. Поэтому здесь борьба за кислород. Поэтому существует вероятность того, что такие подобные вещи, вакцины, медицинские препараты и кислород будет новым дорогим сырьевым товаром. Сейчас многим организациям нужно создавать политику, как поддержать людей. Мы видим возможность потребительского бума, простите. И мы видим, что это происходит сейчас. Учитывая быструю цифровизацию, это тоже происходит, электрификация транспорта. Мы работаем с организациями по городскому планированию, градостроительству, как новая система и новые стандарты, структура будут в будущем применяться. Же мы сегодня видим, вот, например, на следующей неделе в Малайзии пройдет форум о том, что мы к прошлым практикам вернуться уже не можем, как раньше не будет, но как поддерживать сектор образования и образовательный процесс в новых условиях, обеспечить его эффективность. Идем дальше. Следующие шаги. Мы пытаемся смотреть ситуацию со всех углов, 360 градусов. Это метрика FIRST. Это горизонтальное и вертикальное измерение. Мы говорим о том, какие будут преимущества в области финансирования, институты, регуляторный надзор, навыки С и Т – это технологии, матрица FIRST. Когда мы движемся в постпандемийном будущему, нам нужно понять, каковы будут механизмы финансирования, стимулы, какая будет инфраструктура и какие институты будут поддерживать процесс и обеспечивать реализацию мер, какие будут нормативные, регуляторные политики и акты, какие таланты и навыки будут востребованы и какие понадобятся технологии. Как я сказал, мы в Малайзии сейчас переходим к строительству, к созданию потенциала предвидения. Потенциал предвидения – это потенциал консультирования. Но мы также должны иметь потенциал, иметь возможность получать советы. И, конечно, нужна высокая степень желания действовать. Предвидение и желание действовать – это то, что нам нужно для себя сбалансировать, найти баланс между первым и вторым. Но, слава богу, в Малайзии наше правительство уже смогло обеспечить вакцинацию взрослого населения на уровне 90%. Хотя есть некоторые несогласные,
Но это небольшая группа. Мы неплохие результаты показали, учитывая все обстоятельства. Я на этом хотел бы завершить. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Ружди. Очень полная и комплексная работа. Ну, действительно, Майт всегда так работает. Есть ли какие-то вопросы для докладчика? Или ремарки? Я просто делал пометки. И, может быть, можем вернуться к определенным слайдам. Вы видите на доске мои записи. Все мы говорим о кризисах. Ну, есть общество, а потом вдруг наступает кризис. Но что, если по всему миру мы все время живем в каком-то кризисе, и уходит один кризис, другой кризис, и они перетекают друг в друга и наслаиваются друг на друга. Когда вы говорили о кризисе, я вот о чем подумал, да, об этом. Также, когда мы говорили об устойчивости, это прекрасное слово, устойчивость. На той неделе у нас был семинар по устойчивости, в основном с точки зрения изменения климата. Что такое устойчивость? Река, деревня, глобальная система улавливания углерода, региональная экономика. Все это разные вещи, и, возможно, между ними конфликты. Они могут конфликтовать. Это не в укор вам, это не критика. У вас прекрасная презентация. Просто я задаюсь вопросом, я себя самого спрашиваю часто. А может быть, нам здесь создать такую небольшую доску результатов? У вас был комментарий, который мне очень понравился. Это способность к форсайту или возможность форсайта, потенциал форсайта в консультировании и получении консультаций. И это вот хороший вопрос. Он связан с политикой и практикой. Мне интересно, есть ли у вас комментарии относительно участия. Что касается участия, то с точки зрения политики создания, строительства, нам нужны надлежащие управленческие практики. Нужно вовлечение заинтересованных сторон, игроков. Любые политические меры должны представляться онлайн на 2 недели, например, для получения дополнительных комментариев и ремарок, прежде чем эти меры утверждаются в качестве общей политики, государственной политики. Таким образом, есть большое количество возможностей в области строительства госполитики, и, конечно, должен быть партиципативный подход. У нас есть сеть интересов, куда входят все активные акторы, заинтересованные стороны, игроки. Я чувствую, что есть некоторые вызовы, иногда нужно быстро что-то представить, создать, ввести, и участие тогда становится проблемой. Это, во-первых. Во-вторых, есть определенные опасения. Может быть, кто-то слишком сильно насаждает свои какие-то представления, вместо того, чтобы слушать других. Это все не отражает результаты. Что касается контекста Малайзии, то мы обеспечиваем открытость, но нужно
все равно проявлять осторожность, не забывать об этом. Есть движение в сторону того, а нужно ли нам все вот это вот, или, может быть, ограничиться только экспертными мнениями. Ну, то есть такой вот дополнительный четвертый голос нам, может быть, не нужен, помимо научных кругов, экономики и правительства. Это очень интересный момент. Вы, Рушди, напомнили мне о том, что форсайт исследования должны быть нет людей, которые могут предсказывать, предвидеть и действовать. Группы должны в одно и то же время заниматься форсайт деятельностью. Если этих групп нет, а если они не участвуют, то процесс становится очень сложным. Все эти группы должны быть выведены воедино. И в Руште есть есть вопросы относительно системности, это очень системный подход. А первое П, какова роль разведки и системного мышления, здравоохранения. Это, конечно, сегодня аспект, который выходит, соприкасается с другими секторами, экономика, природоохранные вопросы, образование, перекликается с этими областями. Вы об этом говорите в своей работе. Это системное мышление, синергическое мышление. Таким образом, для форсайта это является необходимостью, насколько я понимаю, вы об этом говорите. Да, мы используем эту сеть интересов власть придержащих, но, к сожалению, часто бывает так, что у тех, кто находится у власти, нет интересов, а у тех, у кого есть интересы, нет полномочий. Да, действительно, все нужно объединить воедино, вы правы. Благодарю, Рушди. Спасибо, что уделили нам свое время. Мы переходим к следующему докладчику, профессор Керстин Кульс. Это хорошая наша друг и подруга, и коллега. Институт системных инновационных исследований и имени Фраунгофера, Германия и европейский взгляд. 5 возможных сценариев будущего 2040, постковидный сценарий для Европейской комиссии. Пожалуйста, Керстин, передаем вам слово. Спасибо. Добро пожаловать в более широкий контекст и долговременное будущее. Прежде всего у нас был такой быстренький проект по сценариям. Просто накидайте, набросайте сценарии, сканируйте горизонт и скажите нам, что будет после пандемии. То есть когда-то она закончится, чтобы это не значило. Это такое есть допущение. То есть кризис, связанный с пандемией, официально закончится. Но это не значит, что вирус исчезнет. Мы адаптируемся к нему как-то. Или пока мы не смогли адаптироваться, допустим. Но, допустим, он закончится. Горизонт 2040. И мы начали с проекта сценариев и опроса Дельфи для того, чтобы проверить некоторые вещи. Но потом у нас появился форсайт-процесс. Он пока еще не завершен. Это большое исследование. И здесь важно то, что мы говорили о большом круге участников. Это уже процесс, а не проект Европейской комиссии, самой Европейской комиссии, который включает представителей всех департаментов и подразделений Еврокомиссии. Сейчас это сеть Horizon Europe также участвует в этом. Есть контекстуальный сценарий широких контекстов, природные сценарии. Эти сценарии уже используются для обоснования, рационализации, и мы будем использовать их в рамках следующей части рамочной программы также. Также параллельно был уже форсайт по запросу, такой
более скромный проект по системе здравоохранения, медицинским аспектам. Ну, конечно, я не одна занимаюсь этим проектом, естественно, я сегодня одна только вышла на связь, но у нас есть несколько человек, Эрин Роза, Сюзан Гизи, AIT Таджиканали и Ифи Тоти-Коннола. Мы вместе работали над этим проектом. Мы хотели посмотреть на долгосрочное будущее, начали в 2020 году, после первого локдауна. Мы начали говорить о проекте. Хотела бы рассказать, зачем мы это делаем в долгосрочной перспективе, потому что все боялись, так опасались, когда был этот локдаун. И никто даже и не думал, что же будет после, когда мы закончим все это, когда мы выйдем из этого локдауна. На нас так давила вся эта ситуация, в которой мы оказались, и было очень сложно планировать в долгую. Но это и было нашим намерением. Каким может быть контекст? Как он может измениться? Насколько отличаться от того, что мы видим сейчас? Мы поняли, что он не будет так-то сильно отличаться, и нам было сложно преодолеть вот это вот в себе убеждение. Я расскажу о процессе, о сценариях контекста, которые у нас появились, и вопрос последний, которым я задаюсь, достаточно ли этого для готовности? Мы поговорим об этом подробнее. Мы по-прежнему рефлексировали, были в реакции. Нам надо было понять, как меняется окружающая среда, наш контекст, и что это значит для политики, исследований, инноваций. Мы никуда не денемся с подводной лодки, и в любом случае инновации, набирали обороты, например, вакцинация, цифровизация, видеоконференции. Было много стимулов, много прорывов. Ситуация была неоднозначная. И также было понятно, что кризис не последний. Как вы уже говорили, сейчас всегда мы находимся в каком-то кризисе. Но этот кризис вышел на передовой план, и мы забыли о других кризисах, которые, понятное дело, ждут нас впереди. И мы, форсайтеры, видим многие из этих кризисов. Мы не знаем, когда они придут, но они точно придут. Рано или поздно. Другой вопрос, как мы можем справиться с недостатками кризиса, особенно в исследованиях, разработках, в естественных науках, инженерных, точных. И мы уже слышали, что нам нужно думать о многом другом, а не только о исследованиях и инновациях, о науках о поведении, о гуманитарных науках, социальных науках и, конечно, образовании, о том, как система образования может функционировать в будущем, школа, университеты и так далее, какое нам нужно образование, как изменить эту систему, ее конфигурацию. Все это появилось в конце проекта, но нам уже было ясно, что мы будем заниматься этими вопросами уже в рамках нашего процесса. И, конечно же, вопрос относительно того, какое мы хотим будущее видеть, на него ответить было нельзя, потому что каждый хочет какого-то своего будущего, столько образов будущего вокруг, что прийти к консенсусу сложно, кто какое будущее из нас хочет и кто принимает решение в итоге относительно будущего. Надо быть гибким,
готовыми. Коллективная приспосабливаемость – это больше, чем гибкость. Наш проект был простым, сканирование горизонтов сначала. Мы сначала хотели сканировать 28 источников, а в итоге у нас было 128. И мы нашли на материалов, на несколько тысяч материалов, и мы в итоге положили все это на график, провели спринт сценариев, пытаясь найти факторы, которые будут актуальны в будущем, хотели снизить их количество. Обычно берем 10-12, но коллеги хотели, чтобы все 20 мы рассматривали, а также потом попытались альтернативные маршруты построить, основываясь на этих факторах. Какой уровень равенства у нас по разным сценариям будет, или насколько экономика будет развиваться в разных сценариях, или цифровая культура, как изменится политика. Это наши факторы. Мы использовали зеркальный метод. Мы также не использовали ПО. Сначала мы последовательность и логичность, логичность структуры проверяем. У нас было 3 семинара, один о факторах, другой об альтернативных сценариях, и третий посвящен был комбинациям. И у нас была матрица влияния. Мы хотели понять, какие эффекты влияют наибольшим образом на нас. Конечно, экономические факторы влияют больше всего, а также политические точки зрения и позиции, и как люди могут вести в странах, например, растет национализм, каждый начинает запираться и думать о себе в первую очередь, и авторитаризм растет в Европе. Мы говорим о Европе и о всем мире, но прежде всего о Европе, потому что мы европейская структура, действуем в интересах Еврокомиссии. Второй семинар уже проходил при наличии 4 сценариев. Европейская комиссия сказала: о, какой кошмар, только отрицательные какие-то сценарии у вас. И мы провели такой вот аэротуннель, сделали, и он нам выдал некоторые более положительные сценарии. Я вкратце поясню чуть позже. И в этой комбинации есть также некоторые подводные камни, ловушки. Последний сценарий просто для того, чтобы уже было что-то позитивное. Комбинация разных путей в будущем. Всегда это связано с проблемами. Дальше мы Дельфи-обследование провели по исследованиям и разработкам Дельфи-опрос. У нас было 120 и более экспертов, которые доказывали свою точку зрения, спорили, почему это интересно, важно или не важно. Далее рационализация, не буду об этом долго говорить. В Европейской комиссии они обсуждали наши результаты в разных директоратах, по исследованиям, разработкам и других департаментах. У нас был сценарий 4+1, длительная рецессия, понятно, вернемся к нормальности. Большие технологии спасут Европу, циркулярные испытания, реальная жизнь, и еще последний положительный. Длительная рецессия – это долгосрочное экономическое снижение, инфляция растет, мы еще не преодолели все это, мы пока не прыгнули в этот сценарий, не будет ли он реализован или нет, не знаю. Мы видим, что по всему миру могут меняться режимы, будет рост автократий,
конечно, такой вот эгоистичный национализм. Моя страна, прежде всего, некоторые страны ЕС вышли из Союза или отозвали свое членство, и сократится количество стран. Дезинформация, неравенство, общество после правды. Никто не знает, кому верить, что делать. Мы парализованы в рамках этого сценария. Действия нет, денег нет, никто не может справиться с изменениями климата, на это просто нет ресурсов. Далее красный, да, обратно к нормальности. Все хотят вернуться к нормальности. Граждане этого хотят в ЕС, нет консенсуса, но растет разность мнений, различие мнений. Кто-то хочет, чтобы мы возвращались к нормальности, но есть старая нормальность. Она придет нас к катастрофе. То есть у нас будет понижаться безопасность продовольственная. Мы будем идти полным курсом, прямым курсом к катастрофе. Новые технологии, технологические гиганты спасут Европу. Компании приходят на помощь. Они перехватывают инициативу у государства, например, в образовательном секторе. Это рыночная политика. Она и становится во главе всего. Но там не только цифровые компании, средние компании, семейные компании. Все должны вносить свой вклад. Ну и мы, конечно, учимся тому, что нужно, и компании в том числе. Мы видим, что растет пропасть между слоями общества, разрыв. И если не соответствовать чаяниям, то вы будете вне игры. Конечно, планетарным особенностям и глобальным проблемам внимание будет меньше уделено, потому что это делается только если это будет необходимо. Например, прибыль или там денежный поток снижается из-за какой-то проблемы. Циркулярная экономика или попытки к экономике замкнутого цикла, учитывая зеленый курс Европейской комиссии, мы вступили на путь экологичности. Есть европейские ценности 2020, про них уже все забыли, но мы пока находимся на экономике меньшего масштаба, продаем глобальные ресурсы, какие-то торгуем ресурсами. У нас должно быть взаимодействие на рабочих местах. Есть пузыри, и эти пузыри создают сообщества, люди там будут жить, и они из этих пузырей не выйдут, они будут жить в пузырях. Многие эти циркулярные подходы терпят неудачу, и переработка, повторное использование не решает всех проблем. И последний позитивный – это прекрасное движение вперед со стороны общества. Граждане поддерживают зеленые ценности, и мы будем больше и лучше готовы к следующим кризисам. Это, знаете, новая достаточность. Еда дорогая, но она будет торговаться по реальным ценам, и все будут в новой цифровой эпохе. Мы учимся, и людям нужно будет больше ответственности брать на себя за свое собственное будущее и будущее страны. Я просто хочу показать вам, какие у нас были результаты Дельфи опроса, которые мы считаем вероятными в определенной степени и важными. Невероятных ответов здесь нет. Мы просто можем посмотреть, насколько вероятными считают тот или иной сценарий люди, эксперты. Готовы ли мы? Достаточно этого для готовности. Мы будем
жить в каком-то промежуточном мире, наверное. Ни один из них не реализуется изолированно. У нас будут какие-то разные черты, о которых надо будет не забывать. У нас будет изменение климата, биоразнообразие будет у нас под ударом. У нас прямо вот перед нами нехватка продовольствия, ресурсы, энерговопросы, мобильность, вопросы мобильности. Но в это время вместе с внешними экспертами мы также были под влиянием, все равно настолько под влиянием пандемии, что новая нормальность все равно напоминала старую нормальность. И желтый сценарий, где компании, технологические компании берут на себя ответственность, это что-то новое, это удивительное что-то. Нет, во многих странах это уже происходит. И в этом нет ничего нового. Это сценарий устойчивости, и часто мы критически относимся к определению устойчивости, потому что вы идете к предыдущему состоянию, а для того, чтобы прийти к чему-то новому, надо преодолеть устойчивость системную. С другой стороны, мы все хотим вернуться к обычной нормальности, поэтому необходима вот эта вот устойчивость против того, где мы все просто вымрем. Этого мы действительно не хотим. Поэтому мы видим огромное количество результатов, особенно в экономике закрытого цикла, где много людей видят энтузиазм в этом. В рамках исследования Delphi нам необходимо гораздо большее количество времени, и 20-40 – это слишком близко с тем, чтобы действительно ожидать наступления этой экономики закрытого цикла. Скорее всего, это случится позже, но я бы сказал, что это невозможно. И новый сценарий не является положительным для всех. Даже в этом отношении некоторые люди действительно не считают, что вот этот сценарий должен быть один для всех единственным. И с тем, чтобы все должны двигаться по зеленому развитию, если даже не хотят этого делать. Например, если не хотят вводить свои обычные автомобили. Говоря о самом подходе к форсайту, довольно интересную работу проделали. Мы отметим пищу для размышлений. Скоро мы увидим публикацию этих результатов, и отчет практически уже готов. И поэтому, когда он будет опубликован, вы сможете прочитать. Да? Готовы ли мы ко всему? Подготовились? Нет, мы все еще должны этому учиться. Нам необходимо сохранять эти вещи актуальными на повестке, и нам необходимо работать с нашими спонсорами. Это то, что мы поняли из этого проекта. Не только в этом проекте, во многих проектах я как раз-таки отметил то, что спонсоры этих проектов, те, кто выделяет средства, Европейская комиссия, организации, институты, компании, которые заказывают эти проекты, они как раз-таки являются акторами в этом сценарии и реализации этих процессов формирования будущего, формирования форсайта. Это новый модуль участия. Пока это не такое повсеместное участие, но это то участие, которое увеличивается, и я действительно вижу, что у вас есть те люди, которые принимают решения, или те, которые являются мультипликаторами как раз-таки в рамках процесса принятия решений. Они выходят с этими решениями на разных уровнях, на разных слоях общества. Спасибо большое за ваше внимание. Давайте теперь ответим на вопросы, если у вас есть вопросы. Отлично, конечно, спасибо большое, отличная презентация. После малазийской перспективы мы видим контекст сценариев развития в Европе, постковидные сценарии. Есть ли какие-то вопросы к нашей выступающей? Александр, да? Кажется, приветствую. Рад видеть вас онлайн. Отличная презентация, она мне очень понравилась. Могу я задать технический вопрос? Вы отметили то, что в рамках вашего исследования Delphi вы приняли во внимание
ваши сценарии. Как вы это сделали? Сформулировали темы по сценариям, по различным сценариям, и затем работали с этим уже в Delphi исследовании, либо как-либо иначе. Как вы это проделали технически? Вы поняли вопрос? Да, конечно, понял вопрос. Это был такой длинный процесс. На самом деле мы считали, что у нас есть наши сценарии, мы возьмем части нашего сценария и затем проведем Delphi-исследования как раз-таки так, вероятности и подобным вещам. На самом деле не так интересно для комиссии. Таким образом, мы взяли каждый отдельно взятый сценарий, мы сформулировали заявление, как R&D сможет развиваться, как это будет выглядеть в будущем в рамках этого сценария. Например, для долгосрочной рецессии у нас было заявление, что все бюджеты в комиссии и, например, в членах государствах просто пусты. Подобные вещи. Либо, например, образование на основе МСП и подобные вещи. И каждый из этих сценариев у нас порядка 3, 3, 4, 5 в каждом сценарии. И мы рандомно задали вопросы, не в зависимости от отдельно взятого сценария, поскольку некоторые заявления как раз-таки подходили под другие сценарии. Поэтому это не это вот база 1 к 1, это 3 к 1 иногда. Но с методологической точки зрения это было сложно с тем, чтобы затем как раз-таки результаты отнести к отдельно взятым сценариям, поскольку некоторые заявления, например, в Европе у нас много программ, ориентированных на эмиссии, было очень сложно как раз-таки это подвести к какому-то определенному сценарию. Доступны ли вот эти результаты? Вот этот опросник и результаты, возможно, этого опросника по сценариям. Очень интересно. Доступно ли это? Да, надеюсь, скоро они опубликуют эту работу. Отчет уже готов, и все данные уже в как раз-таки дополнение к этому отчету. Я бы был благодарен, если отправите ссылку на это. Спасибо, да, конечно. Отлично. Есть ли еще комментарии, вопросы у нас к выступающей? Керстин? Керстин, можем вас попросить помочь нам как раз-таки поработать с этими проблемой 3P, которые мы уже отмечали? И вам слово как раз-таки по структуре, которую сейчас я поделюсь. Да, вот здесь я сейчас вам покажу еще раз, что мы здесь пытаемся сделать. Пока это не идеально, но мы пытаемся разработать свою структуру, объединить все это вместе. Из вашего вот этого работы со сценариями, очень интересно работать со сценариями. Что мы можем вынести о практической политике, как вот эти вот ответственные за политику могут использовать эти сценарии, либо необходим посредник, как им доносить эту информацию, они могут использовать. Мы уже на самом деле попытались это в определенном семинаре. Мне нравится вот это вот временные путешествия в нашем разуме. Мы использовали эти сценарии с тем, чтобы людей погрузить в слова этих сценариев, например, красный, зеленый мир сценариев. И чтобы они могли понять, что это означает для моей политики, что это означает для будущего исследования и инноваций политики, какие новые исследования необходимы для исследований и инноваций. Это сработало. Было немного так скомкано, но это можно делать и более системно. Но это работает, поскольку вот существует та среда, которая противопоставляется тому, что вы делаете, и поэтому необходимо смотреть в будущее, поскольку сценарии сами по себе, они как раз-таки были нацелены на 2040 год, но на самом деле здесь у нас гораздо более диапазон времени. Они были
Форсайт, некоторые из них даже занимались прогнозированием. Но огромное количество различных очертаний в самих этих сценариев, они не должны быть какими-либо картиной, они должны были просто содержать слова либо заявления касательно 2040. С стратегической точки зрения необходимо смотреть на весь горизонт временного планирования. И это действительно нам помогло выяснить, что является срочным, что является не таким срочным, что необходимо начинать уже прямо сейчас, что не так срочно необходимо реализовать. И даже если, даже если мы этого не сделаем, например, случится катастрофа в 2040 году. Возможно, не сегодня, а возможно, это приведет к катастрофе лишь в 2040. Это не такое было масштабное мероприятие, не такое партисипаторное, когда мы вовлекаем огромное количество людей, либо тех, кто действительно обеспокоены и кто не заинтересован в этом, но это вовлекает тех, кто отвечает за формирование политики, либо являются советниками в этом направлении. Это означает то, что они являются своими мультипликаторами. Это люди, довольно умные люди, которые были вовлечены в создание этих сценариев. Затем, возможно, это было интересно использовать спринт сценариев, которые необходимо проделать с ними. Не с тем, чтобы у нас было просто ПО, которое будет считывать, необходимо обсудить эти все отдельно взятые сценарии. Это было частью вот этой так называемой игры, поскольку мы были местом пространства, где у людей была возможность обменяться соображениями в рамках организаций, институтов, компаний. У людей нет того места, где они встречаются, где они могут поделиться своими мнениями, и где они смогут поделиться своими знаниями. А это как раз одно из тех мест, где у них такая возможность была. У нас уже было несколько проектов в рамках стратегического форсайта упражнения Европейского Союза, в рамках которого мы были тем средством, которое предоставило платформу для обмена этими знаниями, так называемый Foresight Intelligence. Вот на такой доске, как у вас, это, да, может быть пространством, но необходимо вынести что-то для себя самого. Не только бла-бла-бла разговоры, но с тем, чтобы были реальные результаты, и необходимо их использовать в нашей каждодневной работе и для долгосрочного планирования. Да, отлично. Сценарии — это не только результаты. Это процесс, правильно? Это очень важно. Это даже более значительно для тех изменений, которые мы ищем. Это что-то посередине. Это серия различных проектов, которые сконцентрированы на таких же вещах, на новых программах, рамочных программах, на будущей Европейской комиссии в разных направлениях деятельности и используя разную методологию. Огромное количество методологий, которые они используют. Есть истории в рамках Дельфи, истории, исследования сценариев, которые вместе представляют такую общую картину, и различные подходы, которые испытываются. Спасибо большое. Да, Керстен, спасибо большое. Джо, спасибо за как раз-таки завершение вот этой нашей метрики на доске. Прежде чем мы перейдем к вашей презентации, мы немного уже используем время нашего интерактивного обсуждения следующей сессии. Давайте возьмем перерыв с тем, чтобы подышать воздухом, либо выпить какой-либо напиток, и с тем, чтобы отдохнули наши переводчики немного. Например, 5 минут перерыва, и после этого мы продолжим с вашей презентацией и перейдем к интерактивной части. Хорошо? Да? Отлично. У нас есть ограничения по времени на наше взаимодействие. Мы указали, что мы работаем до 4:40 по Москве. Это означает, что у нас порядка 45 минут от настоящего момента
нет никаких сессий после нашей, и мы можем использовать чуть больше времени. Но мы не знаем, будут ли переводчики продолжать работать после 4:40 по Москве. Затем мы сможем обменяться в интерактивной сессии между друг другом. Да, конечно. У нас 56 участников. Это удивительно. Это удивительно. Это такое большое обсуждение. Если бы у нас было больше времени, мы разделились бы по группам, мы могли бы вот это структурировать. Все. На это ушло примерно 1,5 часа. Поэтому самое лучшее, что можем сделать, если все останутся с нами, но если вы сможете взаимодействовать по вот этой доске, которую мы уже структурировали, если мы найдем пространство на доске, где у нас есть определенный интерес, определенные знания, и начать разговоры, например, по этому кейсу, по другому кейсу. И таким образом мы сможем провести вот это вот своего рода обсуждение в рамках маленькой группы без разделения нас на более мелкие группы. Да, мне сказали, что у нас перевод больше не будет на русский либо на английский. Спасибо большое. Спасибо большое переводчикам за работу. Это довольно сложная работа. Они проделали хорошую работу. Давайте воспользуемся перерывом, небольшим перерывом, и затем вернемся через 5 минут. Хорошо? Отлично, отлично.
Recording stopped. Recording in progress.
process, a method, with a community, and a chain of value from the providers to the users of such foresight. So that's all in the background. Well, then we say, okay, this was my diagram of 2020. We simply track the different alternatives from transition to non, and from pandemic is solved to pandemic continues. And the interesting thing about this one was to say, a lot of people said, yes, I like that one on the top left. That's really nice. So let's do that. And I was trying to say, well, some of these things we can control and do foresight with. Other things are not easy to control at all. So in other words, some of the things are so-called exogenous, outside of our frame. And if that is the case, okay, so we need to be clear as far as possible. Now, this is never a simple thing to decide. And it also raises the question about policy, which I think was discussed in the previous session. So if we say, I lost my slides suddenly. Wait a minute. Sorry, the PowerPoint just disappeared. Just one moment, please. I could do this actually on the whiteboard, but it's then you don't get the animations. So let's just see if this comes back. In the meantime, as you can see, we're trying to learn from very close local practical examples. And we think this is the best way to then make general theoretical statements about, foresight this or foresight that. So this is generally the way that we try to work. Yes, complete file crash. Sorry about that. And so, one moment. So just a word about the collective public health intelligence. And this is something which we have worked on in different projects around the UK and Europe. And we say, okay, how does decision-making work in this city or this community or this hospital if we're talking about health, or this project if we're talking about infrastructure? And we can say roughly, there are structures of power and dependency, which we can then start to track around the table, if we can get all the actors around the table. And if not, then we just draw them in our mapping of the system. And then we say, the left-hand side is full of problems. Is there any possibility of any possible solutions or even pieces of a solution on the right-hand side? And then we can go back to how it is done, and you see a bit different on the right-hand cartoon. The people are all around the table. They are not outside the room shouting and in protest. So this is a kind of general cartoon version. Then we say, okay, how does this health service work? Talking about health and pandemics and so on. And in one version, the patient is the object in an industrial system which gives large amounts of pharmaceuticals and makes very large profits for the pharmaceutical companies. And the result is the doctors are really stressed. They have about 5 minutes maximum to see the patient. So they give some pills. Now, the COVID is a special case. But if we look closely at the COVID, we say, the people who, the mortality, the people who are dying reported as COVID, most of them have all kinds of other stuff. This is another kind of presentation from a more expert than me, but to say, they have obesity, they have diabetes, they have allergenic conditions, lung conditions,
air pollution related issues, and so on. All of which then means to say, oh, what if we look at these people as whole persons, not just as an object reporting a COVID case? And then, as you can see, if the majority of the population has headache, backache, anxiety, insomnia, depression, a few other things, then what does the system do? So this is a kind of way into talking about health in a very alternative point of view. And we can then do a similar thing with the mapping of the actors around the table and talk about the difference between an illness service and a health service, and then talk about the pathways which then connect different people around that health table, and then talk about how to achieve these pathways. And then we can talk about how foresight might help to make those pathways real. So this is not the vision of foresight where you have a bunch of experts in a room and they're very clever and they write a report and it goes on the shelf of some policymaker and no one ever sees it. This is foresight out there into the world saying, yeah, talk to me about your health problems, about your hospital organization, about your public community well-being, and so on and so on. So this is what we're trying to demonstrate in Manchester right now. And well, we can also talk about transitions and futures, sociocultural in health, this is, techno-medical, urban ecological. There are sources on these. And then we talk about how the system learns. And this is another theme which seems to be more and more important. The system does not just, take, oh, here's 1,000 patients, here is a lorry full of pills and medicines, just get the right medicine to the right patient and, that's it. Rather, we have to talk about how we are learning all the time about communities, about people, about psychology, cultures, and so on and so on. So again, on the right, we see the beginning of a well health service. We can also talk about cities. This is my home topic, and this is just a kind of cartoon version of how cities are becoming divided, both in where people live and in what people do. And the COVID is dividing out these cities into zones of safety and danger and high value and low value. And this is then the new kind of logic. And this again is where the foresight approach has to get under the surface. It has to talk, it has to raise the difficult questions and not just say, oh, okay, yes, well, here's our epidemiological model and just do this and it should be okay, and so on and so on. So then we say, oh, okay, we can talk about this in terms of problems and responses and a transformation. And these are the things on the urban agenda: building design, neighborhoods, local centers, houses, planning and design, and so on and so on. At the bottom is the UK example of more or less how not to do it. The UK now has the highest COVID rate in Europe. Why is this? I thought we had a good society, but not that good, according to this matrix. So then we say, okay, what is really going on? What can we really do? So, well, we say the problems here are deeply complex. If we talk about the pandemic, yes, it's not a simple thing. Here's the virus, people get sick, and maybe they recover. Not as simple as that at all. Deeply complex. Everything is wrapped up: social, technical, economic, ecological, political, cultural, and so on. So the summary is we need a wiser kind of collective intelligence where everyone can learn and think with everyone. And if foresight can help that to happen, great, we're doing something good. And here's the kind of cartoon version of the brain of society: 100 billion cells multiplied by 10,000 possible synapses. It's a big number. At the moment, we are hardly even anywhere near that in what we can do, even with big data and AI platforms and so on and so on. And then we can say, okay, let's try to
track out the difference between these different models. And on a linear system, well, we just try and identify the problem, give the patient some pills, that should be okay, but it's not okay for a whole bunch of reasons. So then we say, okay, evolutionary approach, talk about incentives, innovations, markets, but that usually brings inequality and exploitation. So then we talk about this co-evolutionary approach with collective intelligence. We're trying to bring everybody into the room. And on a city scale, we look for human scales, inclusion, equality, etc. If we're talking about the economy, we talk about the difference between an industrial high waste economy on the left and a collaborative circular economy on the right. If we're talking about technology and learning and communications, similar. And most important, if we're talking about political systems, then somehow we need to move as far as possible between the command and control. The elite are in charge and usually taking a big profit, all the way to a co-governance, collaborative governance. Everybody is in the loop, everybody is included. And again, if the foresight process can help that to be designed and mobilized or enabled, great. So I think we're doing something useful. So then we come back to the public health agenda, and this is very simple things on the pandemic: hands, face, space, track and trace, as we call it in this country. And yes, we can see problems, but particularly we can see the clever or functional approach. Usually it's not very good, but we need it. It's not enough in itself. We need rules. We need big signs. The government says, sorry, you have to wear a mask if you go on the tram or the train. If you do not, sorry, you will be pay a fine or go to prison. That's kind of really basic, but maybe we need that in other, for them, more wise things to emerge on the right-hand side, where we can kind of rethink, how do we use the space in the city, and how do we interact and do our business, and keep all these rules, in the picture. And there's more, which I could go on another time. So that is then, some basics. And then we say, okay, can we structure this collective foresight intelligence in a way that, we can write it down, we can write a book. Well, I've tried to do that. And okay, we can talk about the structure of how people are thinking and learning, but we also talk about a process. And in the structure, we talk about wider between actors, further between the factors, deeper between the different layers of value. And we ought to talk about the circular process. We learn, we think, we create, we act and produce. And this is part of a theoretical and practical framework. And then we say, okay, how do we move the system of understanding towards one of collective intelligence, the co-evolutionary part of this whole picture? And also then, how do we take this collaboratorium, meaning like a foresight project or a little, foresight unit in my university or something? How do we then take this out into society? Could the university help to then produce a multiversity, where everyone is learning by and with and for everyone? These are very ambitious, as you can see, but we think this is a useful thing to go. Well, the story so far in the last year, while this agenda has been cooking up, with contributions and help from many of you here, so thanks for that. We can talk about foresight as a process. Foresight 3.0, the one with collective intelligence. Foresight 3.0 as a community with the participation word. Foresight as a learning thing. How does that work exactly? And foresight as a transformation thing, where we rethink structures of power, structures of production, social life, etc. And of course, the fourth one is where it gets possibly controversial and maybe risky, because
No, if you start talking about power, well, there are powerful people out there. They might not like it if you want to change the system. So this is where foresight then becomes something, right there on the front line, potentially. Well, some next steps we're looking to in this program, Foresight 3.0. I think our next step is to write papers for a special issue of the Foresight Journal. And maybe Ozcan can say a word about that at the end. We're also looking for money, of course, but especially looking for applications. So I'm quite busy myself, and my colleagues are also putting these ideas into practice in different parts of the world, from very local things to quite global things. And there's a kind of graphic just to show a little bit more about how this multiversity might work in a practical way. And when we say spaces and architecture, not just to build a building, we don't have the money for that. But these days we can meet on Zoom and so on, and it's not great, but it has certain advantages. We can meet with people all over the world for zero cost. Fantastic. So this is why we're trying to do this. And if you look closely, you see that the little architecture in the middle does look rather like the hub, which we have then created in 3D virtual space. And this is not an accident. So that's the background. That's the book which explains everything, your essential guide to the 21st century. And then we say, okay, what about this Manchester thing? And what can we learn from this power agenda, this transformation agenda? But especially, what about the practical issues of doing this in a real place? So let me just, if I may have a couple more minutes, move to the whiteboard and just to very quickly show, I think I mentioned how this works generally at the beginning, and I'm hoping, this should make complete sense. If anyone I created the column there, Joe, for your comments on 3P. So okay, well, great, thank you. It's going to be my question to you. Okay, well, I'm sure it will be very difficult and challenging. Thank you. So yeah, there's the slides. A few comments on the slides, and Rahim's slides, Kirsten's slides, my slides, which are still not finished, obviously. And then just to see the bigger picture for a minute. So this is our kind of workspace, which has been evolving over the last year now. And there are case studies which are coming up. And let's say there is, everyone has their own way of doing a case study. That's fine. We find if we can use a kind of common structure, then we can start to compare one to another. And then it gets really interesting because we can start to see a bigger picture, not just here is a case study and there's a case study. But there's a bigger picture, and this is what I'm really keen on. So you'll see in this one particularly, it's called local pandemonics. And the question which we are looking at is how to reach the hard to reach social groups and persuade them to do the vaccination and do social distance and the COVID precautions. Because in some areas of our city, we can say, oh, by the way, here's the little map. Some areas, less than half the people are vaccinated. So then we get all the cases here, and then people, it gets bad because, I'm not going to that shop. They all have COVID, or nobody is vaccinated, or the workers come from that area. So let's, sack them and get other workers. The situation is on the edge of getting nasty, bad stuff. So we're very keen to see, is it possible to get more of these people vaccinated? In order to do that, we have to understand what is going on. Why are they not being vaccinated? How do they feel? How do they see this whole thing? And how does that relate to policy? And we generally find, and this is all for background, there is a kind of policy process
which is really not very good. And the local government is out of touch. The local public health has no money. The data platforms don't work because they all have different operating systems and GDPR and all that stuff. The local businesses are selling out to global businesses and closing down. The landlords of the houses, they are tax avoiding people who live in the Cayman Islands. And the police would like to do more, but their job is to catch the criminals, and they have no idea where these criminals are. In other words, the situation is all messed up. So we ask ourselves, oh, okay, could we do a foresight process? This is not some big national policy. This is like just, a place not far from here where everything is all messed up. So, well, that's part of a long story. If we ask ourselves, how can a foresight approach help on this? Well, let's get back to the short version and our little discussion table and so on. And this is where I'm asking for help for everybody here. And okay, here is our problem in 6 or 7 post-it notes. And there could be more, but this is a summary. And then, okay, so things are changing. We look at the change map and maybe the scenario map. And there's urban demographics, transient populations, this kind of stuff. This is making things more difficult. But then we look for the opportunities and the synergies, so-called. And this is all work in progress, as you can see. But we're looking in 3 basic directions: the technical data, the human synergy, and the coordination of services. And of course, each one of those is then, opens the door onto a long story. So then we say, okay, what can we do? And here is some ideas which are coming up, which are being discussed with our friends. And we say, is this actually a foresight project? Or is it some, policy improvement project? And the short answer is, yeah, it's both. Because we're trying to learn from the policy improvement process, not only for today, but for 20 years from now, because many of the decisions made today and tomorrow will still be here in 20 years. So really, we should look ahead in 20 years, 30 years, 40 years. But this is very, very difficult at this local level because so much else is going on. So we say, okay, there is a connection between the local and the national and the global even, and a connection between the short horizon and the long one. So let's keep all that in view and see what can be done now, today and tomorrow to start to help this collective local intelligence to take shape more than it is already, which can then live for 20, 30, 40 more years. So that is roughly what we're trying to do. Well, that's the case study in the interactive form. And again, if anyone has any advice or ideas or links or ideas to say, oh, we're doing it all wrong, that would be good to know. But that's as much as I can really say right now. So, and again, a big encouragement to, put your ideas onto here. If we can structure the ideas enough in the next 30 minutes, then we have a result. And we can write it up and put it in a paper in the Foresight Journal, and you will all be famous a little bit. So, or if maybe some of you could write something. Why not write a paper? Great. We'll all be in touch with the call for papers. Or if you have an idea, this connects to your project, great, we would like to know. Put it on the whiteboard with a link if possible, and so on and so on. Thanks very much. Thank you, Joe. So, well, your question is already there, so and you are there also. So how, what are the kind of innovations you are proposing for this 3P? So what are your proposals? There's so many of them, probably. Well, okay, on the first prospective question,
it was clear to me that foresight was it developed in a different century. You know, in the middle of the 20th century, yes, there were problems all around, but people had this sense, yeah, we could, we need to look further ahead, 50, 100 years even. So the systems thinking and the world systems dynamic modeling and so on, limits to growth model, etc., which is one of the places where foresight came into being. This was taking a long view on a global scale. If, however, we are in a situation of chaos and rapid change and turbulence and complexity, there is also some reason to use different horizons. But this comes up if we talk to friends in IT, you know, working on digital systems, and we say, oh, let's have a long-term view on what you are doing. And they say, oh, long-term, that means 3 years or 5 years. Because anything more than 5 years, you know, this is beyond their horizon. They cannot really imagine because things are changing that fast. Now, in the pandemic, some things were changing very fast. In other words, a crisis hit society as a whole, so structures changed very fast. You know, millions of people stayed at home, businesses closed. And my earlier point was to say, well, okay, it was a crisis for people like you and me. Well, actually, not so much, because, you know, we can work on laptops and Zoom and so on. It was a crisis for our university. But if we talk to people on the other side of the city, oh, they live in crisis all the time. Crisis of money, crisis of health and conditions of, you know, alcohol and so on. Crisis of family structures or migration and so on. In other words, so if we say to those people, yeah, let's do a foresight, and they will say, yeah, but, you know, let's talk about long term. Do you mean next week or the week after? And so this kind of sums it up. Now, my system is running a bit low on resources, so I'm hoping you can still hear me. This does happen with this interactive whiteboard stuff. Yeah, so I hope that is an answer to your question. Multiple horizons, multiple answers. And regarding the participation aspect, so I like actually your maps very much, that you are bringing so many different actors or stakeholders into the process. They are always very rich, so you go beyond the kind of the actors like government, academia, industry, and things like that, because there are so many others of them. Mm-hmm. So what would you suggest for the participation and collective intelligence in foresight? Well, first of all, it's very easy and it's very difficult. Mm-hmm. And I think Rahim mentioned the risk of people washing, you know, participation as a brand or for show, and so on. So we have to say, okay, can we analyze what is going on in order to say, yeah, this is real participation and that is not, and so on. Well, again, you can do this in a textbook or on a PowerPoint slide. The real test is when you get to the world out there, and let's say you organize, well, I organize a meeting in this local area. Who comes to the meeting? Oh, you know, the usual people, you know, who like to participate. Other people of different cultures, different psychologies, they do not participate. How do we reach them? Can we set up an app with a platform or something? Well, we're doing that. But who is to say that this is actual participation and not simply, you know, gathering data, which is not a true reflection of the people and their needs and desires and hopes and dreams. So I would say it's a process. There's no easy answers. Actually, I've spent most of my career trying to work out the answer. And yeah, we have some idea. We have these drawings of round tables. We have a method to discover
through the process, the possibility of understanding, learning, synergy between the different people. But again, there is no simple answer. Now, also, I've done many exercises with, whiteboards and post-it notes and the scenarios and this kind of thing. And we could say, yeah, we could go to this place up, this local area. We can do scenario stuff and put post-its on the board, as we are doing right now. And that can work well if we're dealing with people, with experience of putting things on whiteboards. If we're working with other people, well, we have to use other means. So some of the foresight methods that I'm most interested in are really quite different. They are about telling stories or remembering stories from when you were a child, fairy stories, as they call, or myths and legends, for example. Or other people say, okay, let's talk to the young people. What do the young people like to do? Okay, so then, we're into a different kind of world, but one which I found very exciting. The most exciting foresight project I did in the last years was with people aged 17 and 18 in the college near here. And we did a project on the future of Manchester, part of a foresight thing. And what they were saying was 10 times more powerful than what the policymakers were saying. And yeah, so I'll leave it there. Yeah, we have comments from the visiting goat. Right. Finally, we'll have some interaction. Yeah, very big sticky note. Yeah, oh yeah, Ian, that was that. Yeah, that was you. So yes, that was me. And I have had some problems with the interface. It will not let me put my name in. It just insists that I have to be visiting goat. But I was just wondering what the issue is for people that are not using Miro. And maybe some of them have gone for lunch. Maybe some people prefer to watch until they actually really have something to say. Or maybe there are, people find the interface difficult, or their computers are not up to it, and so on. So I thought I would ask that question on Miro and in the chat to see if we could learn anything from that. So are you looking for participation on this question? That was what yes, that was the idea. Well, we could do a poll or do a survey or something. I can imagine. Yeah, I mean, to people like you and me, yes, we always ask questions. That's my job. Yeah. People, well, I'm just trying to figure out what is going on here. So maybe you can't you cannot do it too fast. Yes. If we can ask for advice on this very practical example, just for 1 minute. So here's the practical example. It's called local pandemonium. This is the short version, which the long version is underneath on the big board. And maybe some people here have some good ideas on this very practical problem, like how to, here's the question. What is this local pandemonium problem? In other words, every country has this in some way or other, I think, which is to say, the experts say this, the foresight people say this, the politicians say that, which is different. The local people say something completely different because they maybe do not trust the politicians or the experts. Some do, some don't. So then you have a division in society, which can get really bad. In some countries like USA or Brazil, for example. I don't know about Moscow. I heard that, cases are going up.
but what is the government doing? I don't know. So in other words, this local problem is the beginning of a much bigger problem. So if we can help to find solutions for the local problem, then possibly this can then feed into the bigger problem, the national scale. So this is where we need your advice. If anyone has any great ideas, that would be great. Now, a question to Kirsten, maybe, if you can. So the scenario projects which you describe, how far is it possible to include very different points of view in that scenario project? Or if you did it again on a bigger scale, how could you involve people who usually do not do scenario projects? Quick answer, we did that in a completely different scenario work on bioeconomy, where we had a museum on board, and we did in the museum the same scenarios with different people who were just coming into this museum or who were invited, or with pupils and with students and with normal citizens, however you would call them, normal citizens. And they were able to discuss the same things with different perspectives and bring in their views, so that they shaped completely different scenarios. And in the end, we had also a game where they could play around with the scenarios online. But this is all only for those who are used to online things, and Miro and the other hubs and so on. So they could also do it online at home later on, check once more, and then change all the factors and play around with that. And what that does is opening up the different alternatives and bringing really different ideas up, because sometimes unexpected answers come up directly in the scenarios, and the scenarios get very different mixes. And that's how it works. It would work with our scenarios too. So our project was only a small project, but if we would use the same alternatives and factors as starting points, we could do the same also for outside worlds, for context worlds. That is currently done in a different project, but with a mix of very different factors from different scenarios that just started. So we will see how these different worlds play around, so that we can have a even broader view on that. Interesting. Okay, so then a second question is to say, okay, so if your scenario efforts are more or less at the top of this picture, future scenario mapping, etc., and you see the usual scenario kind of idea like that, how can we then go round to the solutions, or what we call opportunities or synergies, further around? How do you have a clear idea how we can take the knowledge from those scenarios and build them into the beginning of the pathways and strategies? We normally did it the other way around. We used the context scenarios and then developed new ideas, opportunities, synergies, because you had to think from different angles, taking into account, for example, 2 scenarios and 2 new opportunities. Sometimes you can filter in different opportunities from outside already and then discuss them. Or we also tried it in a game with a puzzle, where you really puzzle these things into each other. But it depends on how creative you want to be. So if you want to be really, really creative, then start just from this world and let people be quite open. The more you give as an input, the more you block the creativity. And the more you are where the people are. So go to the supermarket if you want to talk to normal people, or go to the streets, or go not on Miro, go out. Yeah, good advice. Thanks. Yes. So, well, maybe on that note, if we go back to Ian and ask the question there. So
you present a fantastic history of Foresight type projects on pandemic type issues, right? Would it be better if we had gone out to the supermarket, as Kirsten says? Well, I think both things are necessary. We need to go to the supermarket. We also need to know what experts of various sorts have to say in order to both assess the situation, you know, in this case, to assess the situation in terms of the nature of the virus and the nature of its epidemiology, you know, which is something which has been changing as well. And we wouldn't really know that this was changing were there not people doing expert analysis. But we also need to be able to understand people's views and attitudes, including their views and attitudes of experts and expertise, and of the particular sorts of response that is expected from the population at large. You know, I feel particularly challenged right now because we're in a situation where there is, on the one hand, some contradiction between our government's policy and what is being urged, both by many scientists in the field and by the people that are responsible on a day-to-day basis for running health services and the like, where the government is very reluctant to try to be really active in slowing, in introducing measures of social distancing, right? It is relying upon the vaccine to solve all problems, while actually not successfully promoting the vaccine to younger age groups and things like this. Whereas people are already saying health services are at a breaking point. We can see from the statistics that the incidence of infection is increasing very rapidly, and there are a lot of challenges of this sort. So we have this tension going on, this contradiction going on. And at the same time, in the population at large, there is quite strong polarization between people who are attentive to these expert warnings and are supportive of more measures of social distancing, and people who either do not believe the experts, they have their own alternative experts. You remember the alternative facts that Donald Trump had available. And their views about this are bolstered through a great deal of conversation through social media, but also to some extent by the contradictory behavior and contradictory messaging, that comes from policymakers, where policymakers say do one thing, but they are not doing it themselves. So this puts us into a very complicated situation where it seems quite difficult to imagine foresight work really gaining a lot of traction, a lot of credibility in some among some very important stakeholders. So I'm kind of summing that up, which is just to say, if we have conflict and how do we say, division? Polarization. Polarization, fragmentation, all these long words.
Sorry, the system's gone a bit funny now. Yeah. Etc. So that says something really important, Yeah. about how the Foresight approach can be more successful. Certainly, it seems it's not enough to have a bunch of guys sat in a room in the traditional BogSat model, even guys and women, but other approaches are needed. A bunch of girls also. Lots of girls, that's it, yeah. Girls and girls, sorry. But then the Foresight approach is coming into a conflict zone, so to say, or a zone of chaos where different people are pulling this way and that way for reality and what is to be done, and so on. We can see this on a low level in this country, on a higher level in some other places. Well, I wonder if Rahim, sorry, Ozcan, I've kind of taken over as coordinator here. You could step in, right? Yeah, go ahead. Yes. Well, yeah, nothing formal right now. So just to say to everybody, as you can see, we are testing this method all the time in each of these sessions. I think this is session number 5 in the last year or something. And the method gets a little better each time. And it's a balance between structure and freedom, as you can see. So this kind of structure seems quite useful for this kind of discussion. And we say at the beginning, well, we said last week, okay, we have 3 Ps: prospectus, policies, and participation. Okay, so each person can say something about those. Here are the things that we thought of before, and then each one has a set of questions, and each one might lead to some case study as we go along. And sooner or later, this case study you might see written in a paper in a journal. From my point of view, this meeting is, it's a test, it's an experiment. We're in the experimental zone to see, is it possible to produce ideas and research which end up as papers and publications or as projects, not only as individuals, as you and me, but rather as some collective experimental zone. In other words, a collective intelligence, or the beginning of a collective intelligence. My view is I'm a complete beginner on this. Every day I learn something new. That's nice. But life is rather confusing sometimes. But okay, maybe there is a better platform. Maybe there is a better way to structure these questions. Maybe some of the examples from Rahim and from Kirsten, we could learn from these and then do it better ourselves next time, and so on. So this again is like an experiment in progress. We can see the beginning of we could write this up as a matrix. This looks like an output. You could write a paper about this right now, but I think it's still just in motion. What would be interesting also, I noticed somebody has started to put examples. The more we can think of, the better. And maybe not just the official policies, European Commission type things, but also other alternative versions. Right, so I'll stop there. But just to say, I think I said at the beginning, we are putting together a call for papers in the House journal, Foresight, edited by Professor Ozcan. And this workshop, and maybe the next one, I think will be very useful in collecting ideas for those papers as let's say, a starter
list or menu or something. And then when we have the call, then we can say, okay, we need papers on this, we need papers on that. And everybody who has been to any of these sessions, which I think by now is hundreds of people, you are especially welcome, to put in your best ideas. And then we have, an academic result. And that's great for the academics here. For other people, we want to write a so-called white paper, which is where you say, okay, just what do you really think? What do you want to do, really? And just put it out in a very simple, practical form. And that is mainly for policymakers and civil society. And then that can go online in this place or that place with blogs, links, and so on. And then again, we have a result. So the more that you people here can participate in that, the better. Okay, that's enough from me. I guess with this, Rushdie. Yeah, can I ask a question? Sorry, I was away just now. I was having dinner. So, so looking at the 3 Ps, I was wondering out a lot. Are you doing like a foresight, future of foresight here? Because it looks as though you're trying to figure out, what will be the future of foresight through these 3 perspectives. Is that what we're trying to do? Looking at what will be the future of the foresight, the foresight that we do. Will it matters in the future? Under the pretext of all these 3 perspectives. Is that what we're looking at? Just to answer that, well, we started with a big question, which is about the pandemic and about foresight. Do we need new models for foresight, which I have proposed a foresight 3.0? Can the foresight go viral, meaning not just about pandemics, but like go viral, meaning it spreads rapidly, and changes things. So, I should have made that more clear. That's the question. Oh, yeah. Sorry about that. Because I missed part of the conversation. So I was kind of thinking, should I ask the questions or should I just keep quiet? But I think that puts in terms of perspective. I think it's a very good point actually, Rushdie, you are making, because this is exactly. We are searching for some ways of learning from this experience so far, and how we can improve this, because I'm sure you did also some earlier foresight and horizon scanning exercise, and I'm sure you came across to the topic of pandemics, for example, 10 years ago or something like that. So we could think about it, and we mentioned it in our reports, presentations, and elsewhere, but there was no serious action taken on this point. So in our conversations, we come to the point that our current foresight practice or understanding actually doesn't help. We can anticipate some of the things, but we have problems, for example, transforming them into actions. There are so many other topics that we are talking about, but we are just talking about. So now we are trying to find some ways of out of this situation, if you like, to see how we can make foresight kind of more effective, more impactful, and so on. So these are some of the departure points, and we are bringing together the ideas on what we've learned from this experience so far. I think that jives well with regards to what I'm trying to do here, as I was telling you with regards to where we're trying to establish a structure for anticipating the future, but also structure for accepting, structure to actually provide advice through foresight, but structure to actually accept advice as well. So this, it used to be informal in a capacity, but more and more at present we're trying to see whether there is a need for a formal structure that could actually accept those advice. But I think one of the things that we're again, I'm speaking in context of Malaysia, we're realizing that more and more, even through the scenario building that we do,
the way you communicate each of these scenarios needs to be, packaged to different stakeholders differently. Although it comes from, because there's a conflict of interest with regards to what is good for the state and what is good for the people. Also doesn't jive. People want things now, whereas state will think a bit long term. People will ask, give me money now, less taxation now. Whereas state will be thinking more of a long term. So packaging those things, I think it's more about communicating foresight. So we're always thinking, how do we make it more palatable to the stakeholders, especially with regards to politicians, where, I'm sure, you guys have covered this, where they're thinking just about one election cycle, and things like that. Yeah. If you have any further ideas, I'm sure you are also thinking about this. Let's continue this conversation at some point. Then we can put the heads together, maybe come up with some new concepts and new approaches, maybe some new methods to make it more efficient. So I was talking about data, for example, and data analytics, and bringing more of this into the process to show some more evidence to people in order to maybe convince them to act from the individual level to the governmental level. And there might be several other ideas which we can propose. Yeah. So, well, on that, and I think we're out of time, and I have to anyway. But just to say, yeah, the way to go next, I think, is to identify a number of areas where we can do something useful, and some of those may go forward into another meeting, or a paper, or some practical output. Or maybe we can even, get some funding in to, pay ourselves to do all this, and so on and so on. So I mentioned the call for the papers in the Foresight Journal. This will go out on email sometime in the next months. I think there will be another session on this same theme. I think we have not answered all of the questions. And there is always more to do. So this can take place really any time. I guess in about 2 or 3 months from now is probably right. So if we may, email everybody here and let them know that this is happening and invite participation. Now, maybe we should then be more focused, as you say, on this example or that example. So far, we have, tried to focus on general themes. So we had a focus on cities, and then we had a focus on the pandemic, and there's a focus on the big data, which is also going on in our parallel stream in this lab. And some of you will get emails on this. I don't know how many people here I have the emails for, but so if you keep checking the site, I'll put this in the link actually, then we can hope to include everybody here if they want to be included. And well, we still have 37 people in the room, so I guess there is some interest. So we should, look for ways to mobilize that interest and that energy and take it forward. If anyone has any great ideas, well, feel free to email me, and I'll also put the general link in the chat right now before we finish. Let me find it. So, well, just if Alexander is in the room, I think, Alexander, you are the host for this
whole conference, one of the hosts. And I will just say now, big thank you. I think I'm with you. I'm with you. Sorry, I just jumped in because I was out. Oh, sure. Sometime. Well, to repeat, I think you are one of the hosts of this whole conference. So first Yes. of all, big thank you. I think it's fantastic. Great work. Fantastic that this is happening now. And then, as you know, my thinking is also to say, okay, all these different experts, and they all have things to say. They all have a, PowerPoint and so on. Is it possible to put them together? If we did that, would the results be bigger than all of the different parts? And what would that mean? So, of course, we are doing this all the time. We don't expect, one single result, one answer, and then we all go home. But I wondered if you had any thoughts about how we can best put these things together. But I guess you mean the results of this discussion? Yep. Yeah. But I guess it should be done by some people who are in the process from the very beginning, maybe by you, Ostjan. I can join if you like. But you mean you need somebody to do the work of integrating what has been done? As far as it is useful and possible. Uh-huh. Now, as you can see in this room, we have an experimental place. We think these methods can be good, but we're all just learning how to use them. Mm-hmm. Many times we say, oh, we really want to meet in the same room, and then we can go for coffee and talk over lunch, and things are so much more creative in a real place. But we are not in that real place, may not be for some time. Also, the online working has big advantages. I don't have to get on a plane to Moscow. It costs and CO2. So that is a big advantage. And my thinking is, if we can learn how to use these better, then we can start to get really powerful results. We can build the collective intelligence of this whole community. I guess the problem is that just few people are well known with this instrument. Is one point. For example, I myself started to do something with the link you placed there. I couldn't understand how could I place my stick there. Yeah, so it means but after that I was unfortunately, so I was asked to go to another meeting, and I'm sorry about this, but it was very urgent. Sure. Yeah. So I just jumped in a few minutes ago. Yeah, luckily. So what we could do, probably we could discuss here with Ostjan, maybe to discuss with people how this system might be used in a better way to make it more user-friendly, or at least to describe to people the whole process. To be frank, we didn't use very much it ourselves. Just Ostjan maybe did some work with it. Yeah. But it's useful. You could use it. And another problem for people who are now probably on the link, they not all of them speak English. This is a problem. That is a problem. Yeah. Sorry about that. And the translators have gone home now. So sorry. I'm not sure. Well, we can get Google to do, speech reading and then translation to Russian simultaneous, nearly on the feed. That is possible. Like Zoom, there's a, real-time text version. Also, just to say, we are also looking at alternatives. And I'll just put up one just for a quick minute. This is what we are, the system which we're working with at the moment, experimentally, is called Kumu, and it looks like this. This is still on the, let me just check, this is on the share still. And this is more of an actual technical system
dynamic, online, interactive, very easy to use, and you can get beautiful pictures very quickly. And as you can see, it's very good for networking, or mapping of networks. It could possibly come into your iThora system and make it user-friendly, possibly. And then we tried a couple of experiments for our urban project, which, this kind of thing, where we said, okay, let's map, the concept that we are dealing with in an interactive online form. And being interactive online, you can then click on any of these, you get to the next level of detail and can interrogate the links and the connections and so on and so on. This is very early work in progress, but this might be one way in which we can make the Foresight 3.0 more scientific and more participative. But this is a real challenge. I don't say that we have the answer right now, but this is what we're working on. Okay. Thank you, Joe, for this explanation. Probably what we could do, we could discuss with Ocean, and maybe we can involve some people from our institute at least, to organize kind of explanation of how the system works, and probably to experiment with it for our internal problems maybe. And after that, probably when we are better prepared to work, then we could participate with more enthusiasm and more. Sure. More knowledge and more focus. Yeah. Yes. Okay. Great. Well, I look forward to that. So thanks. Yes. Yeah. Okay. So. Okay. So I think, Kirsten, you wanted to say something? I saw your hand for a while. Yes, I did not want to interrupt. You were tired of putting it up. And I have a remark just from our experiments and experiences from the last weeks, months, years. We have a lot of these tools. We can make use of them, but if we do not give the participants, whoever it is, the possibility to prepare themselves or to get acquainted to the tool they are using there, then it's nonsense. And they don't have. Normally, it's very difficult to have them for more than 2 or 3 hours at one time on this spot. Even if it's online, even if it's virtual, even if it's so convenient. So it has to be well organized and well prepared. If you have too much stuff, too much information, here we have too much information on the mural board. If you have too much information, people get lost. Then they don't know anymore what to do, where to use their post-its, where to write something. So if you want to discuss it, you can pre-structure it to a certain extent and then have a free discussion on it. And what we often do is not to let people write on their own, make it open for everyone so everyone can write, but have some assistant there also, because there are always a lot of people who cannot access, who do not want to access, who fear to write something, fear to be seen as this visiting sea lion there or something like that. So this is the same as with networks. If you have a good network, it does not work if it has no task. So at first, the task and the objective, what it is good for, it can be open. So the task can be, we want an open discussion on how new tools can be used, can be one of the discussions, or how new towns can look like, or whatever. But this has to be fixed in advance and before you invite people, and then you get their interest. And if they are interested and enthusiastic, then they stay, not only for once, also for twice, and they come back. But you need to ignite this light. You need to get them on board somehow. And this is always the first moments of such an endeavor or of such an agenda, to really create a kind of openness to that. We often start with a game and letting people play around with that, just placing their name or putting dots on
on a map where they live or whatever. So very simple things, not too complicated. And then you get one-to-one equated to the tool, but this should be in the background. The foreground should be the content. And if you do that, then it really works also for a longer time. Yeah. If you allow, I can add one point. I myself, I was invited in several meetings like this where we use different instruments, and in some of them I was more successful, in some less successful with exchanging with my thoughts there. But what I noticed in many conferences, and our one is one of them, people are invited to listen more than to participate in discussion, and this is one of the points which makes it not that simple to organize everything. Because when you have 50 people and you want to split them in 5 groups, maybe half of them, or maybe even more, might not be interested in participating. They just disappear or whatever. So they should know very well in advance that there will be an interactive session. They should speak English. This is another point. If we don't have translators here with us, so there are many things which might influence. Yeah, and yeah, it's important to say one model is like a conference session. Yeah, maybe some interactive discussion after. Another one, which I think Kirsten was talking about, is where you have a focused workshop on, a practical question or theme. And like you say, you make sure there is enough time, maybe half a day, 3 hours minimum. And then you can play a game, you have some training, then you get into the detail, you make space for everybody so they know exactly what to do. And so on and so on, and you make subgroups if you have enough people. That is different, I think, to a conference session. Yeah, absolutely. So, yeah, I think it's good to experiment. Yeah. And to evoke expectations, you have to say clearly at the beginning what the expectations from your side and from the participant side could be. So, what do you offer? Do you offer a workshop? And a co-creation workshop, or do you offer a conference where you just listen, or do you offer something in between where you have presentations and then something that is done together? So and then there are huge possibilities, many possibilities in between, but to make clear what is expected helps people also to come prepared. Then they read the papers before in these cases if they know they need it. If not, they just come for presentations and just listen. So there are different things people should know before, and especially what the aim, what the whole objective of the whole thing is. That's very important to know, I guess. Otherwise, there are so many conferences around, you will lose too many people. One more point, if you allow. Yeah, what would be maybe feasible if we have around 50 people, whatever, and we know that maybe just few of them might be very well aware of the instrument, whatever. Maybe it might be organized like this. So you have a nucleus of people, for example, 10, 15 people, which will be participating definitely, actively. But for the rest, you should organize kind of regular information on what is going on. Maybe intermediate results should be put on the slide and shown to them, or something different. You see, not just small. For example, I'm now seeing on my screen small stickers with some words I can read. No. So you understand? Yeah. If some people who are not aware of this at all, they should have an opportunity at least to be informed from time to time what is going on. Yeah, it would be helpful, I guess. True. Yes. Good points. So maybe, and also just to say,
some of this was done in great detail by the training course with your students in April and May and June, I think. And they were really great because they had the time to talk as a group and organize themselves, and then they could use this whiteboard as the place to put all their information and their results, and then look around the big room and say, oh, there's this group over there and this group over here, and so on. So that was a very good example of how it can be done by students. Now, if we are then saying, okay, let's do this for real, yeah, do we get the policymakers into this space? Well, that's possible, but not so easy, really, in my experience. It's better with civil society, NGOs, and institutions, and easiest with the academics, but the academics have their own stuff to worry about. So the possibility is for our next session, we could try exactly what you were saying and say, okay, here is a session, you have to sign up in advance, we will send you briefing papers, background, guide, a practical guide, how to do it, and then have a very structured discussion. I think it will be minimum half a day, better if it is one whole day, or 2, 3 half days. And we've done a number of these things with different organizations around Europe. And then we can get a real practical result if that is what we're looking for. And again, yeah, we have to be clear about what are we looking for. Anyway, so I guess all this is to discuss for next time. All right. I thank you very much for this very useful feedback. That is certainly, if there's going to be a workshop environment, then some different rules and procedures should be applied. I guess this was like to make the session more interactive and mainly to also get some input from the people who don't talk. So maybe they are shy, maybe they don't want to participate actively, or they have a chance to just throw their ideas using this whiteboard. So I guess the simple logic for this session at least was only this. So if it's going to be a workshop environment, perhaps we could focus on the different corners of this map and then spend like 10 minutes on this or 15 minutes on this and interactive. So then in the next 15 minutes, we are moving on to the next one and etc. I think that will be also very useful. And your all feedback actually could be used for organizing such a workshop. And I'm sure it will be very useful. So, well, I think it was a very good session anyway. So very enlightening, inspiring as usual. So thanks again for becoming available and for being with us, and especially to Rushdie, who is now participating with us and who is still with us from Malaysia. I think it's about 10:20 there, right? Time? Almost, yeah, just coming close to midnight. So starting from Rushdie from east to west. So thanks to everyone who have participated in this session. So I'm hoping that this conversation will continue and then we will produce some outputs based on that. So hope to see you soon again. Thank you very much. Yeah, I would like to thank everybody, and it was a great pleasure to see all of you again. And I hope we'll be able to see you later in our future events. And our conference hasn't finished yet. We have more events this week and even next week. So please have a look at the program, and probably some of the sessions would be of interest for you. Okay. Thank you very much. Thanks. Thank you. Thank you, everyone. Thanks. Bye-bye. Bye-bye.